Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что присоединяетесь к нашему прямому эфиру вживую. Как всегда, по четвергам. Степан Тимура. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Спасибо большое, что оставляете вопросы, ставите лайки. Большое спасибо, что участвуете в наших дискуссиях. Сделать это проще простого. Закрытый клуб, телеграм-сообщество, которое там и автора поддержать, и камерную атмосферу создать. Там есть возможность задать вопрос. Также абсолютно заблаговременно есть вопрос, возможность задать на платформе YouTube, в сообществе YouTube. Милости прошу, вопросы оттуда тоже будут звучать. Ну и, конечно, чат-трансляция. Единственное ограничение — это только тогда, когда перейдем к вопросам. Вот тогда, пожалуйста, пишите свои вопросы, потому что улетучиваются в процессе обсуждения самого яркого и незабываемого, что происходит с нами, ваши вопросы. Поэтому потерпите и досмотрите до конца. Ну а начнем с опроса сегодняшнего эфира. Он следующий. Вроде как закончилось. Слушайте, штормило, шатало, картонки разлетались направо и налево по всей Украине. Вроде как тут и Урсула приехала за орденом. Правда, там есть такой один нюанс. Евроэктив сегодня написал, говорит, в Интерконтинентале она там общалась с журналистами, в общем, якобы говорит, что нужно приходить к какому-то компромиссу, а Зеленский говорит, да, будем приходить к компромиссу, только чтобы там на один вдох было больше у Украины, чем у России, да, вот в процессе этого компромисса. И тут тревога. Дрон полетел, и его сбили, этот дрон, но она вынуждена была спускаться в подвал. Представляете, орден, журналисты, помощники, подвал, вот это все. Урсула да, ПВО была. не сработало. Да, новое ПВО, да, привезли. Урсулку. Ну, не сработало. Ну, вот так. И местные в материале об этом Евроактив пишут, что, слушайте, как-то обычно безопаснее, когда гости иностранные, а тут вот как-то немножко опаснее, чем было безопаснее. Ну, и, в общем, на этом всем фоне Зеленский меняет правительство. Сегодня его утверждают, это правительство, но до вечера без, и официально без министра обороны, главы СБУ и министра иностранных дел. К вечеру вроде как Зеленский выходит, говорит, все, будет СБУшник у нас теперь военный генерал, будет из центра Альфа, будет теперь министром обороны, ну а, в общем-то, там Поклад, который зам, теперь станет исполняющими обязанностями, но Рада такая раз и ушла до 18 числа в отпуск, 18 августа. И получается вся эта чехарда с картонками. Федоров, который единственный не кивал гривой, а вышел с такой типа презентацией, что мы тут хотели, чего не получилось, вообще испепелил Сырского. Короче, скандалище жуткий. Но вроде как вырулили из этого. Или нет? В связи с этим вопрос. Скандал с Минобороны Украины. Варианты. Укрепляет Зеленского, ослабляет Зеленского. Или разваливает вооруженные силы, силы обороны, или вычищает вооруженные силы, силы обороны, приводя к единоначалию. Ну, такие два варианта с плюсом и с минусом. Предлагается вам, уважаемые зрители, проголосовать. Вообще, как это смотрится? На фоне, казалось бы, поддерживающей Европы вот такая засада вокруг Федорова. Слушайте, я, честно говоря, без понятия. Вот этот террариум единомышленников, это как у нас говорили в физтехе, как ты поле не квантуй, все равно получишь поле. Да, поэтому это вопрос не ко мне, наверное. Я как-то... Ну, на мой взгляд, настолько незначительное событие. Может быть, для украинцев это, конечно, прям такой какой-то шухер-пухер. Особенно там молодежка с картонками вышла, еще что-то. Для стороннего наблюдателя это событие по сравнению с тем, что происходит вокруг Украины, вообще в мире, по-моему, это... Ну, так, ну, что, цирк, клоуны, вернее, цирк уехал, клоуны остались, ну, что-то там шебуршат. Ну, все бы ничего, но тут смотрите, какая странная история. Во-первых, криминал, там есть сообщение, бывший народный депутат говорит, что точно этого Федорова подбило рученьки да в воронок. А во-вторых, это западные грантодатели и лобби. Пресса сегодня западная говорит, как это Федорова увольняет? Вы что? Ля Монт, Financial Times. Переполох такой, лютый причем возник. И это на фоне, конечно же, плюс еще 1 миллиарда Урсулы и вот этой вот всецелой поддержки Европейского Союза. Есть у Европы план? Вот он читается? Нет. От слова совсем. У них... Как? У них есть план, да, этот план был сформулирован в 22 году
вот этой группы «Алхимия». А еще раньше, в 2019 году, этот план был сформулирован Rand Corporation. Там у них вышел такой большой доклад, типа растягивание России. Ну, ослабление России. Там как раз все по поводу, можете почитать, от 2019 года. Завоевание энергорынков, санкции, ослабление России и тому подобное. Бла-бла-бла. Все сейчас происходит. Это их план, да. Плана Б у них нет. Сейчас, ну, слушайте, ну, вот это вот, ну, взять даже хотя бы эту военную истерию. Ну, понятно, что речи ни о какой войне быть не может, потому что армии нет, строительство армии занимает, ну, может быть, лет 10, может, чуть больше. То же самое возрождение ВПК. Те деньги, которые они, правительство, пытаются аллоцировать на это дело, но они явно недостаточные. Производственной мощности, ну, вот так, чтобы вы понимали. В 2023 году Пентагон очень сильно озаботился тем, что выпускает, и вообще Европа выпускает мало снарядов калибра 155. Хорошо, вот 26 год потратили $500 миллионов на расширение завода по производству комплектующих к этим снарядам. И тут, значит, Пентагон публикует бумажку, что да, 500 миллионов потратили, но как-то линии не расширились и работать не начали. Поэтому о чем мы говорим вообще? С патриотами это вообще песня, поэтому, ну, в результате, скажем так, в результате всех конфликтов, которые происходили с 22 года, чтобы вы понимали, у американцев теперь нет противоракетной обороны. Потому что единственная компонента противоракетной обороны, которая у них была, это 9 дивизионов СААД. Из них осталось 1,5. Ну, все, поэтому план Б, ну, какой план? План Б нет, плана раскачать режим Путина, да? Ну, уже все это заявляют, там, раскачать режим Путина, Россию раскачать, там, вот мы сейчас все на это бросим, все силы. Я как смотрю на этих клоунов опять, ребят, неужели они не понимают, что те же хохлы, те же европейцы, что между ними и их полным обнулением все, что стоит, это администрация Путина. Все, Поясните, подождите, поясните эту мысль. ну, очень просто. Просто так не воюют, как говорят, даже теперь стали говорить наши генералы. Ну, вот 5-й год войны, да, вот 4,5 года война идет. Почему-то у ВСУ целые все линии снабжения, может долго перечислять. Почему-то у Украины есть электроэнергия, то же самое. Почему-то по Европе не пролетает, хотя они открыто участвуют в этом. Эстония вот заявила и заявляла, что помогают украинским беспилотникам атаковать тот же Петербург. Еще раз, ну, так не воюют. Только вот на 4,5 год войны Песков вдруг заявил, что да, это все-таки уже не СВО, это война. А между прочим, в начале так называемой СВО или странной военной операции, если вы называли в России СВО войной, вас можно было статью получить. Вот простая мысль, что так не воюют. Соответственно, почему так не воюют? Ну, потому что, наверное, принимаются такие решения. Кто принимает эти решения? Понятно, что администрация. Президент и президент. Соответственно, если так не воюют, то это единственное, что стоит между обнулением Украины НАТО и НАТО, например, и ними. Все. Хорошо, но это Ну, все вот равно собираются это дорога... все раскачать и убрать. Я им аплодирую, молодцы. Все равно дорога с двухсторонним движением. Ну, сколько этих пакетов санкций вводили? Вот 21-й даже не согласовали европейцы. Ну, опозорились просто. Говорят, Ну, слушайте, ну, если вы понимаете, что вы делаете, да, достаточно одного пакета санкций. Да, но слава богу, что им помогала наша демократическая диаспора, великие наши экономисты, которые уехали, которые не понимают, ну, ничего в экономике практически, а именно, вы можете вводить санкции против Ирана. Вы можете вводить калечащие санкции, например, против Ирана. Почему? Ну, потому что Иран существенный поставщик, конечно, энергоресурсов, но не ключевой. А с ключевым поставщиком энергоресурсов, таким как Россия, вы либо вводите тотальные санкции, да, что вообще, чтобы российской нефти, нефтепродуктов, там, газа вообще нигде не было. Только так это может сработать.
Но тогда вы просто гробите свою экономику. А вот это, вот, знаете ли, осетрина второй свежести, но она не бывает второй свежести. Поэтому они вводят все эти пакеты санкций уже, по-моему, просто для того, чтобы поддерживать какой-то градус накала в обществе своем у избирателей. Что мы боимся до победного конца. Вот, перемога за углом. Все же говорят о том, что готовится эта война, большая война. Где? Да, извините, ну, смотрите, забыл. Латвия вообще там, Латвия, по-моему, не Литва, Латвия, там 8 тысяч военных пошли добровольцами. Это небывалое, там, не знаю, никогда такого не было, говорят. Представляете? Вокруг там Калининграда, вот эти все танцы, мансы, опять ретрансляторы белорусские заработали, то есть вот вам повод, то есть что-то таки готовится. Да, готовится. Ну, что там может готовиться, слушайте, еще раз, проблема этой войны могла быть решена вот год назад. В силу причин, которые уже заколебался повторять, она не решена, и решена не будет. Поэтому, насколько я понимаю, сейчас у Украины очень серьезная проблема с личным составом. На линии соприкосновения там вместе с дронщиками, грубо говоря, воюют меньше 200 тысяч. Вот на этой линии огромной протяженности фронта, там сколько, 1200-1300 километров. Против них сейчас воюет где-то 500 тысяч, плюс еще 300 тысяч в резерве. ПВО нет, ничего нет. Соответственно, рано или поздно все это схлопнется и начинает уже схлопываться. Поэтому, знаете, само собой, думаю, все закончится скоро. Вот как бы, понимаете, тут тоже ведь очень интересный момент, что нам же последние недели, где-то, месяц, наверное, месяц точно, может даже больше, нам же все говорили о том, что как Украина побеждает. Да, я как раз хотел, я периодически захожу, как называю, хохладурку в украинский сегмент интернета. И вот я заметил следующее, что месяц назад буквально, все, перемога переможная. Все, орки либо бегут, либо сейчас побегут. Все, ханаем. И вдруг вот где-то неделю назад началось: ой, зрадная, щирая зрада, все разваливается, к черту, нам бы до зимы дотянуть. Я задал там вопрос: а зима-то здесь при чем? Оказалось, это вот горизонт планирования такой. Нет, у нас премьер целый говорит: я буду за зиму, за войну отвечать и за ментальное здоровье, как вы выразились, хохладурки, да? Ментальное здоровье и психическое здоровье. Это, кстати, вообще что-то новое. Я вот постоянно... Это вот очередной Яценюк, что ли, новый премьер, да? Нет, это человек, который распиливал то, что отжали у Коломойского, бывший телохранитель. Я говорю, он просто похож очень на Яценюка. Да, такой тоже. Внучок Равина, да, номер 2. Такой, как корпоративный у него. Даже. Да. Корпоративный опыт, в общем, все как положено. Тут, более того, слух запустили, что это вполне себе возможно операция «Преемник». Это вот, видите, как абсолютно никто из ниоткуда вот так раз вынырнул, и все. И по-ельциновски, сделают. И Зеленский. Вот. По поводу на передовой. Очень тяжелая информация пришла, но я хочу, чтобы мы ее обсудили в контексте вот этом геополитическом связки Украина и Европа. Это ведь очень важно. Понятно, что... многие объясняют, и, в принципе, для кого это не явилось такой большой новостью, все к этому готовились морально, по крайней мере, хотя на самом деле выглядит кощунственно, что Европа как бы дает отворот-поворот тем, кто убежал из клещей, концлагеря. То есть ты должен официально пересечь границу, если ты пересек, значит, у тебя проблем с военным учетом нет, значит, окей, претендуешь. Если там где-то перебежал, переплыл, не претендуешь. Вот такая история. И все поняли, что да, это Европа, там им выгодно, понятно. ТЦК не замечать. Вокруг же Федорова, вот откуда это все, да? Это же он же взял на вооружение вот это ТЦК, скандалы с ужасами, которые там бригадиры творят разные, в армии, которая разлагается, Скеля, штурмовики вот эти, что там происходит. И он же это все как бы выкатил сегодня. И вообще, если честно, не понимаю, как до сих пор украинская власть вообще держится после того, что сказал Федоров. Такое ощущение, что все вроде тиражировали,
все ну, как бы рассказали, но никто не вслушался в то, что он сказал, когда атаковал Сырского. Но тут еще один момент, который не видит Европа, это просто нечто. Вот эта фотография, которую зрители видят на экране, это семья. Семья военнослужащего с Западной Украины. Значит, мужчина – это оператор дронов. И вот его тело нашли без головы и внутренних органов где-то под Добропольем. 33 года было сержанту Марьяну Пенкальскому, сообщает Захиднет официально, ну, как бы семья. Он пилот беспилотников 503-го батальона морской пехоты. В ночь на 19 декабря 24 года пропал без вести. В районе города Доброполье в ту же ночь нашли. Ну, как бы должен был выйти на боевое задание, типа сказали, СЗЧ. И так и забыли. СЗЧ и СЗЧ. Через 1,5 месяца нашли тело. Странное. Воинская часть оформила как дезертира. Ну, а что с ним случилось там в Самоволке, бог его знает. Сослуживец там, женщина у него, Марьяна, говорит, не было такого, это убийство было. Значит, рядом, в общем, лежала с телом шапка, была прострелена, то есть ему в голову выстрелили. И органов лишили. И вот тут возникает самый главный вопрос. Я рассказывал вчера в шуме, там дрон, ну, ноу-хау, они же тестируют французы. И вот дрон в жару поднимает контейнер с органом и перевозит его из университета в клинику. Да, что-то слышал, да. Ну, типа, это ноу-хау, это все быстро, это все классно, температурный режим, все супер. Но ведь тема с органами на украинской войне, она как-то, знаете, очень-очень маргинальной всегда казалось. А вот тут... Но это не очень удобная тема. Просто достаточно посмотреть, насколько упали цены на органы после начала украинской войны в Европе. Теперь бесполезно почку закладывать, но она мало чего стоит. То же самое тема с трафиком детей, в которой, насколько я понимаю, принимает участие и мадам Зеленская. Все об этом знают, но делать вид, что это не происходит, потому что не было команды все это выносить на публику и всячески афишировать. Придет команда, начнут афишировать. А кто дает такую команду? Ну, те, кто захотят избавиться от Зеленского, когда придет время. Я не думаю, что оно пока пришло, поэтому ему позволяет вытворять все, что угодно. Но Зеленский, видимо, чего-то боится. Иначе сразу после встречи с Трампом вот эти резкие телодвижения в отношении... Да не, он не жилец. Слушайте, во-первых, он слишком много знает. Во-вторых, он не умеет держать язык зубами. В-третьих, он конченый нарик. Таких людей просто убирают, ликвидируют, чтобы лишнего не наболтал и что-нибудь не сделал, глупости какой-нибудь. Пока он нужен, его используют. Как только станет не нужным, его ликвидируют. Ну, как же? Он свою функцию выполняет. Хохлы бусифицируются. Война идет. На него можно повесить все, что угодно. На него можно повесить хоть, я не знаю, применение ядерного оружия против России спокойно. С радостью он это на себя возьмет. Северный поток. Хохлы взорвали. Еще раз, сейчас на хохлов можно вешать все, что угодно. Причем обе стороны с этим соглашаются. Как ни парадоксально, да? Украинцы взорвали северный поток. На это яхточки приплыли. Несколько тонн взрывчатки, оборудование этого спустили за один рейс и взорвали. Например, да? Поэтому он готов на это на себя брать. Ему абсолютно плевать на то, что происходит со страной, с Украиной. Поэтому идеальный президент, исполняющий, не исполняющий обязанности, а просроченный президент, скажем так, с сомнительной легитимностью власти, как, впрочем, и Рада. Картонку такую сегодня засняли журналисты. Алло, это Киев. У вас слишком эффективный министр обороны. Немедленно снимите. Будет сделано. Намекая на заряженность Зеленского немножко не туда. Подозревать чего-то начали. Переделывая известный лозунг советский. People хавал, people хавает, people будет хавать. Так что можно написать все, что угодно. Вопрос в том, где выхлоп, где изменения. А их нет и не будет. Пока. То есть вариант того, что
какая-то башня или какая-то часть кремлевских заодно с вот таким положением вещей? Я не думаю, что они там заодно. Я думаю просто, что некоторые аспекты ведения то ли СВО, то ли войны, они где-то в другом месте согласовываются. Вне стен Кремля и вне территории России у меня такое впечатление складывается. Ну, то есть есть, как это, направляющая сила. Направляющая, руководящая, да. Да, вот так. ЗОГ. Ну, Направляющая, для руководящая. некоторых масоны, для некоторых там еще кто-то за кулисой, я не знаю, как называется. Ой. Ну, самое интересное, что сейчас уже и к вечеру тоже вышли с этими картонками товарищи. Тоже, видимо, Ну, что-то не типа так. народное движение. Вот их привезли, бабки раздали, но выглядит как народный порыв. Глубинный народ вышел там с картонками, что-то написали фломастерами. По-моему, Майдан тоже так начинался. Ну, одни и те же режиссеры, слушайте, просто... Ну, я так подозреваю, Зеленского периодически куда-то заносит не туда, а ему всячески дают понять, что брателло, вот знай свое место. Вот оно вот там, вот где рядом с отхожим местом в твоей камере. Поэтому не лезь. Ты вот делаешь бумажки, подписываешь, протокольчики какие-то озвучиваешь. Вот это делай. Хохлов на убой посылай. Это вот твое. Дальше не лезь. И все. Нет, ну он всячески пытается на всех и там саммитах НАТО и всех других встречах говорить, что вот мы Европа, мы вот тоже как Да, бы за да, мы Европа, Европу. мы на острие борьбы с кровавым антихристом, еще что-то, защищаем демократию во всем мире. По-моему, в 24 году он же стал чуть ли не новым лидером демократического Запада. Да, да, нет, или в прошлом году, когда наступило разочарование в Трампе, в прошлом году, в 25-м, когда Трамп, помните, его с лидерских позиций то ли Макрон сместил, то ли Урсула фон дер Лайен, и новым лидером стал, значит, Зеленский. Ну, недолго там пробыл на этом месте, но тем не менее. Степан Геннадьевич, вот почему мы так топчемся все вокруг да около? Тут же Трамп опять вышел и говорит, что Да, вы уже задаете вопрос, а то не понимаю, какие вот это все движения. да, Да. ну то есть смотрите, он вышел и говорит о том, что Путин готов на сделку, говорит, что Да, да, Песков тоже сказал, что приходят позитивные сигналы из Вашингтона снова. ну, как Вчера, бы, он сказал. а позитива Да. мы не видим. Из каких-то событий мы видим только то, что отрезается. Ну, там, например, удар по Азовскому морю со стороны ВСУ был. Да, сейчас отрезаются черноморские все грузы и грузоперевозки по морю со стороны России. То есть мы видим, что все только, скажем так, усугубляется, и никаких Да, позитивных сигналов нет. да, то же самое отрезается Дунай, отрезается Одесский порт, все отрезается. Здесь вопрос в том, для кого это больнее. Явно не для России. Представляете, вот Украина без одесских портов и без инфраструктуры портовой на Дунае. Весело будет жить. Ну, на машинах. Поэтому, да, на машинах, да, да. Машины тоже Причем, ну, слушай, уничтожаются, да. грузовики, фуры к бензовозу уничтожаются, выносятся бензоколонки. Ну, эта работа, в мае началась, да, и там счет уже от бензоколонок идет на, по-моему, 5 или 6 сотен. Сейчас вот начали выносить бензоколонки уже под Киевом. Ну, работа такая длительная, но она идет и, по крайней мере, радует то, что она не завершается. То же самое, судя по всему, серьезно взялись за Одесский кластер портов, потому что удары идут один за одним, бьют уже по кораблям. Неслыханное что-то вообще. Да. Как так можно ударить по какому-то кораблю? Мы же не такие. Ну, вот оказались такие. Ну, Оказались тут тоже, такие, ну, да. смысл, я только не понимаю, ну, ребят, ну, у вас есть те же цирконы, да, ну, что, ну, прикольно шмальнуть цирконом по кораблю, посмотреть, как что с ним будет. А они беспилотниками бьют. Ну, на сколько частей он развалится? На 2, на 3. Ну, а если там еще груз интересный для высот, что вообще будет очередной подарок на очередной фейерверк Трампу. Ну, вот такая война, понимаете. Не то война, не то СВО, черт его знает. И все это длится. Смотрите, точка договоренностей
Я так понимаю, осень? Я не знаю, еще раз, понимаете, когда, вот лично я для себя решил так, что когда я пытаюсь анализировать ситуацию со своей колокольни, с его дивана, да, пусть хоть и кожаного, но дивана, используя, ну что ли, логику обычную, да, вот формальную хотя бы. А, И когда потом я смотрю на действия, скажем так, вот скажу так, вот действия бритов, да, на поле боя у меня вопросов вообще не вызывают. Работают четко, по целям. Ну, вот у них есть план, да, вот они этому плану следуют. Они какое-то время искали какую-то слабую вот брешь. Я думаю, что эта брешь существовала с самого начала. Я имею в виду использование дальнобойных беспилотников и ракет по территории России. Просто, ну, наверное, они опасались, что, возможно, будет какая-то существенная реакция со стороны Кремля. Но ее не последовало за эти 4,5 года. Поэтому они вот так солями резали, и все, решили, что теперь мы будем уже не резать солями, а будем просто большими кусками все дело отрезать. И вот они эту брешь нашли, бьют. Результат офигенный. Бьют по Азовскому морю, бьют по Черному морю. Профессионально, грамотно работают. А смотришь на результаты, скажем так, удара наших военных, ну, тоже профессионально работают. Но как такое создается впечатление, что вот начали что-то делать, убаньки, очень быстро пошел хороший результат. Им тут же дают подзатыльник, так, нельзя, стой, иначе все развалится. Поэтому анализировать ход боевых действий и делать какие-то временные прогнозы с точки зрения, что ли, здравого смысла, логики, которая, на мой взгляд, основывается на, что ли, реальном положении на поле боя и на реальном потенциале обеих сторон, когда у вас не то война, не то СВО, и непонятно, кто что делает, я им не имею в виду военных, я бы не стал. Поэтому, может, в августе, может, в сентябре, может, еще когда-то, черт его знает. Это все зависит от того, какие положительные сигналы придут из Вашингтона, придут ли они вообще. Потому что сейчас администрация Трампа очень занята кризисом на Ближнем Востоке. Вот как только они его решат, победят иранцев, так они сразу займутся Украиной. Ну, до победы над Ираном как до Луны пешком. Там все с точностью да наоборот. Поэтому, следуя этой логике, наверное, Украиной они уже никогда не займутся. Ой, ну вот это, кстати, такой очень важный был мой вопрос по поводу Ирана. Там закручивается вообще интересные кардебалеты. О, там красота. Значит, из такого очень диковинного, что мы увидели, ну, кроме сейчас про проливы поговорим, хуситам говорят, хуситы, если там что-то вдруг, да, вы там... Если ударят по нашей инфраструктуре, будьте готовы. Они говорят, да, мы уже готовы, мы на ракеты и беспилотники подтащили. Опять саудитов там как бы опять натравили на хуситов, тоже интересная история. Но тут Иран пригрозил ударом по святая святых недвижимости Трампа в Эмиратах и Аравии. Речь может идти о нескольких гольф-клубах и небоскребах. В частности, Трамп International Hotel Tower Дубае. Сегодня, кстати, перед нашим эфиром буквально только мы вышли, сразу взрыв в Дубае. Что, пока непонятно, ну, взорвалось что-то в Дубае. Значит, Трамп Плаза в Джиде и Трамп Тауэре в Рияде. Слушайте, ну это будет очень дерзко. Убить беспилотниками и ракетами. Это нарушение вообще всех норм международного права. Это просто дерзкий вызов. Они простите, прошу, Трампу перчатку просто бросают. Вот так вот по губам вводят. Это что, неслыханно. Да нет, я думаю, там сейчас началась, скажем, как я называю, охота на последний нейрон Трампа, да. Вышел КСИР и сказал, что если будут удары по энергетической инфраструктуре и жизненно важной инфраструктуре Ирана, то мы, грубо говоря, пошлем арабов обратно в пустыню кататься на верблюдах. То есть уничтожим полностью инфраструктуру арабов в заливе, соответственно, добыча нефти возобновится не скоро.
Там сильно достаточно уничтожить просто энергетическую инфраструктуру, все. Температура плюс 50, жить нельзя. В принципе. И то же самое они сказали, что вот хуситы, да, товарищи, если на нас нападут, то на нашу инфраструктуру начнут уничтожать, то товарищи хуситы закроют, я его называю, Бабский пролив. Баб-эль-Мандебский, да. Да, ну, Бабский его называю, чтобы язык не ломать. А сколько там проходит? Там где-то, по-моему, 7 или 8% экспорта нефти идет на мировые рынки. И только исключительно за счет этого пролива сейчас живут судиты. Потому что они по трубопроводу прокачивают, по-моему, где-то 4 миллиона баррелей в день. Ну, такой 3,5-4. И, соответственно, грузят на танкеры. Ормузский закрыт надолго. Все. Потому что никаких больше договоров... Трамп денонсировал МОЮ, так называемые, и иранцы денонсировали. Поэтому никаких больше переговоров не будет. Просто перед Трампом будет поставлен ультиматум. Что, брателло, смотри, с тобой договариваться нельзя. Иранцы красавцы просто. Вот они разыграют все это как по нотам. Потому что мы с вами сидели и говорили, что вот иранцы найдут причину, чтобы подставить Трампа и начать все заново. Потому что им нужно решать вопрос собственной безопасности раз и навсегда. Похоронили Айталу 9-го, где-то 10 числа все началось. Я просто вкратце сейчас объясню людям, что произошло, потому что газеты я не читаю, прессу я тоже российскую особо не читаю. Ну, когда за рулем сидишь, БФМ там что-то бормочет. И вот когда я начинаю что-то нести, какую-то аналитику про залив, и что там происходит, у меня просто волосы дымом встают. Угу. Поэтому что там произошло? Значит, был МОЮ, меморандум о понимании. Первым пунктом этого меморандума шли гарантии безопасности, прекращение боевых действий, в том числе вывод войск Израиля и из Ливана. Это выполнено не было. Далее. Возврат части арестованных средств в Ирану. Вернули только 3 ярда из 9. Еще у Ирана зависло 100 ярдов конфискованных, и они еще требуют репарации 300 миллиардов. Это было отложено потом. Там бла-бла-бла, много условий, на которые согласились американцы, подписали это в Версале, товарищ Трамп. Согласно этому меморандуму, если вы почитаете дословный перевод, там написано, что Иран обязуется контролировать и обеспечивать безопасное сухопутство в Ормузском проливе. И первые 60 дней это будет все бесплатно. Там не написано, что Иран и Оман, Иран и Саудовская Аравия или Иран и США. Там четко прописано, что Иран контролирует и обязуется. Ормузский пролив. То есть Ормузский пролив остается практически под юрисдикцией Ирана. На это все согласились. По бизнес ФМ несут, что иранцы что-то там интерпретируют. И, мягко говоря, искажают смысл того, что написано на бумаге и подписано. Ну, черт с ними, ладно. Но это же капитуляция, это что значит? Это реально контроль над Ормузским проливом, это практически как обладание ядерным оружием в данной ситуации, потому что огромное давление на экономику, номер один. Ладно, неоконы же они просто так не могут, они же самые умные у нас, самые талантливые, самые умные неоконы. Ладно, мы сейчас тут выломаем руки, ноги Оману. И Оман согласился, ему американцы оказали огромное давление, вплоть до того, что, братва, все ваши активы мы, как у русских, конфискуем, если будете тут выеживаться. И Оман согласился на то, что вдоль его берегов под защитой американского военно-морского флота будет организован еще один проход через Оманский пролив. Не получилось. Коридор. Как начали проводить, иранцы пока шли какие-то переговоры, пока шли похороны. Кстати, на похоронах был побит вообще мировой рекорд, можно сказать. Там более 40 миллионов человек пришло проститься с Айталой и в Иране, и в Ираке. Но, тем не менее, вот иранцы ждали, предупреждали, что, ребята, вы нарушаете снова МОЮ, условия. Американцы все время орали, что пролив открыт. Для них это очень важно. А для Трампа как так? Его просто взяли и допустили головой в толчок, условно говоря. Нет, он открыт. Он всегда первый. Вот вид Ормуз открыт.
Нефть там, понимаешь, рекой льется, бла-бла-бла. Как только похоронили Айталу, иранцы выпустили последнее предупреждение. Ну, конечно, никто не отреагировал. Ну, и 3 танкера отправились в преисподнюю. На дно. Ну, не совсем на дно горят, да. Нет, Ну, они там, уже били там недронными ракетами. один точно тот, который Один прям ушел, потом всё. еще 2 танкера тоже отправились к праотцам. Они атаковали и авианосец американский, еще по нему запустили 7 ракет, 2 попало. Это вот 111 ракет, когда Трамп говорил, пустили по Исламская Республика Япония запустила по американскому авианосцу, 2 попали. Ну и все, Трамп просто с катушек сорвался. Он просто, все, я их растопчу, и понеслось. Причем ведь Венс отвечал за эти переговоры и за решение этого вопроса. Ну, он вроде как реально порешал, и, в общем, иранцы, там еще Пакистан очень сильно в этом деле участвовал. Катар и Саудовская Аравия. Потому что они все заинтересованы в том, чтобы там уже все давно успокоилось, потому что у них с финансами, во-первых, не очень хорошо становится, а во-вторых, они поняли, что, пиндосы их защитить ничего не могут. Значит, нужно искать нового хозяина, поэтому они заключили мирное, не мирный договор, а договор о военном сотрудничестве и взаимопомощи с Пакистаном. Там все можно в интернете найти. В результате что мы имеем? Рубио в то же время, да, такая шестерочка неоконов, нарко-марко, он, значит, заключил типа мирный договор между Ливаном и Израилем. То есть Израиль не должен вроде как выводить войска, а прекращать столкновения с Хезболлой. Замечательно, прекрасно. Только, во-первых, это нарушает Конституцию Ливана. Во-вторых, это должно быть одобрено 2/3 кабинета, а потом 2/3 парламента. Конечно, это просто пустая бумажка. Но, тем не менее, это была бумажка сделана Рубио, чтобы еврейцы везде трясли и говорили, наплевать там на Иран, на этот ваш меморандум, у нас вот есть договор мирный с Ливаном. Еще раз, персы какое-то время на это смотрели, они показывали всему миру, какие они миролюбивые, что они стремятся к миру. Им не нужна война, они понимают всю ту тяжесть ситуации, в которой оказалась мировая экономика. И они готовы чем-то поступиться, потому что они разумные люди. Им нужно было, чтобы просто американцы их спровоцировать. Похороны закончились. И сколько там идет? 5 танкеров конвой. Эй, пум-пум-пум, все. И понеслась. А теперь, знаете, вот там, что начинается на Ближнем Востоке, это как-то прошло, по-моему, мимо ушей многих наблюдателей. Самый верный, самый преданный и самый полезный союзник США Израиль, когда американцы решили со своих баз, которые просто... И они стирают с лица земли все базы американские просто. Ирак уже Радары, освобожден, говорят. Все вообще стирается. Это красавцы иранцы. Они решили перебазировать свои дозаправщики и самолеты радиолокационной разведки, потому что они большие, тяжелые, да? В Бен-Гурион. Еврейцы почесали репу и сказали, не, ребята, к нам не надо. Вот к нам не надо. Почему? Потому что Иран пока что уничтожает все, что каким-либо образом используется для атак на его территорию. Соответственно, если эти заправщики будут летать из Бен-Гуриона, значит, они начнут уже убивать еврейцев, грубо говоря, их инфраструктуру. По-моему, по 70 до еврейцев что-то стало доходить. Так медленно, вязко, но доходит. Где теперь будут базироваться дозаправщики? Они большие, тяжелые, да. Подлетное время там несколько минут для иранских ракет. И перефразируя классика, где бы они ни базировались, взлететь смогут всего лишь не все. Поэтому я говорю, что никаких больше договоренностей не будет. Будет просто тупо капитуляция США. Трамп на это сейчас не согласен. И, в принципе, он не тот характер, чтобы на это согласиться. Соответственно, боевые действия будут продолжаться. На Ближнем Востоке. Бандар-Аббас атаковали. Удары там буквально 2 часа назад нанесли американцы. Уже? Да, американцы по Ирану. Да. Но они выносят, вот если посмотреть на географию ударов,
они выносят, скажем так, все, что может помочь Ирану, не столько даже контролировать Ормуз, а сколько, судя по всему, нападать на те силы, которые американцы, наверное, будут задействовать для захвата какого-либо острова. Ну, У Харк, но них он ума большой хватит. достаточно остров. Ума у них хватит, у американцев. Ну, слушайте, хотят они положить 20-30 морпехов в могилу? Да на здоровье, я только за. Пожалуйста. Иранцы ждут уже. Ждут давно. Они ждут. Потому что на островах сидят смертники, которые туда пошли. Потому что там добровольно, на самом деле, на островах служить. Которые готовы умереть. Ну, хорошо, захватят они, скажем, один большой остров. Как вы будете заниматься логистикой? Самолеты, вертолеты, что, корабли? Сколько вы потеряете? И потом иранцы же этот остров просто превратят в выжженную землю. Тупо. Замечательно. Ну, там с десяток, может, 15 тысяч гробов приедет в США. Супер. Гениальная идея. Ну, на то он и Трамп, на то и не Окон. И поэтому я и говорю, что идет охота на последний нейрон неоконов сейчас со стороны Ирана. Я бы хотел сюда замешать еще в эту, так, приправить, да, это блюдо Ближнего Востока и замешать в сторону, ну, такой, два момента хотел, чтобы вы прокомментировали, мы обсудили здесь. Ну, момент первый. Смерть Грэма влияет ли на что-либо? И момент второй. А что с Венсом происходит? Значит, он выходит и говорит, что, ну, CNN на нем пишут там, да, другая пресса, говорят, что, в общем, вице-президент Венс заявил, что Белый дом провалил информационную кампанию, связанную с публикацией материала дела об Эпштейне. Если кто-то хочет сказать, что мы неправильно поступили с публикацией, я признаю свою вину, мы действительно неправильно поступили. Мы абсолютно точно испортили свою коммуникацию с файлами Эпштейна, просто испортили. Но думаю ли я, что причина наших ошибок в коммуникации заключалась в попытке что-то скрыть? Конечно, нет. Никогда не видел ни одного достоверного доказательства того, что Трамп совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних, рассказывает Венс. Когда Трамп говорит о мистификации, он имеет в виду именно эту демократическую идею, что якобы он был любителем детей. Но это абсурд, нет никаких этому доказательств. Ну и как-то какие-то искры у него, у Венса с Моссадом закрутились. Не, ну искры с Моссадом. Ну, во-первых, он сейчас начал заниматься damage контроль, так называемый. На русский как переводится контроль ущерба. Мгм. Потому что ущерб – это то, что в администрации Трампа. Это вот самый... Трамп политический труп, он смердит, гниет. И все, кто рядом с ним, кто заморался, в общем-то, ну, политическая карьера так весьма туманна. Насколько я понимаю расклад, и Венс, и Нарко Марко, они претендуют на номинацию на пост президента от республиканской партии. Соответственно, война с Ираном жутко непопулярна. 20% избирателей всего поддерживают уже. Соответственно, он выступает в роли миротворца, пытается эту войну остановить. А Нарко Марко, ну, что, его используют как простого лоха, шестерку, неоконы и сионисты. Нарко Марков, это, наоборот, войну хочет продолжать. Все делает для того, чтобы война продолжалась. Это первый минус. Второй минус, конечно, история с файлом Эпштейна, она никуда не ушла. Она снова вернется. Причем он же сделал очень интересное заявление тоже, что вот бла-бла-бла, но я уверен, что Эпштейн имел связи и доступ к высшим эшелонам спецслужб. На минуточку. Ну, не назвал, правда, спецслужбы. В следующий раз назовет. Ну, Моссад, понятное дело, да. Моссад, конечно, ну, искры полетели. Ну, потому что, мягко выражаясь, Венс, Израиль абсолютно против каких-либо мирных договоров с Ираном и вообще прекращения войны, потому что он эту войну затевал, он американцев втягивал. Это у них идея фикс.
уничтожить Иран, превратить его, спустить его, скажем так, по ливийскому или сирийскому сценарию. Ну, идея фиксна, ребята. Да, они ждут искупления, вот оно может наступить раньше срока. Да не может, оно наступит раньше срока. Поэтому здесь ничего такого странного нет. И еще раз, из-за того, как администрация Трампа организовала вот эту кампанию и вела себя с файлами Эпштейна, они потеряли огромное количество своего избирателя. Ну, это все опросы просто показывают. Соответственно, вот две точки. Это непопулярная война с Ираном и файл Эпштейна. И вот Венс ущерба, который все это принесло. Ну, я думаю, что еще Венс еще готовится к тому, что да, Трампа пустит по 25-й поправке, как умственно неполноценного. Даже, я думаю, до импичмента дело не найдет. Но это уже случится после того, как мировая экономика скажет goodbye. По поводу экономики, кстати, очень интересно с вами обсудить вот это вот насчет товарища Трампа. Он, конечно, еще тот жук, да, вот он выпускает, сегодня Белый дом публикует видео, выпускает монету, да, вчера об этом объявили, сегодня Белый дом видео показал, представляете, какая монета. Либерти, свобода с Трампом, золотой, $1. Ну, разумеется, золотой. Ну, Какой конечно. толчок золотой. Все в золоте, все замечательно. Ну, все в золоте, да. И любит все блестяще. ну, тут как раз его за это слабое причинное место сегодня в CNN и схватили. Потому что 20 компаний он там то ли 44 раза упоминал, причем очень по-хитрому. Сначала покупал акции этих компаний, потом у себя в соцсети инсайдер трейдинг, да. рассказывал, какие они крутые. Акции подрастали, он это дело сплавлял и наживался. Да, это много-много судебных сроков, конфискация всего и вся вполне возможно. Еще раз, его семейка, ну, они банкроты, считайте, все. Их обнулят, их ошкурят под ноль. Я не знаю, понимают они или нет, поскольку, ну, во-первых, муж и жена одна страна, во-вторых, знаете ли, на осинке не родятся апельсинки. Поэтому, я думаю, они этого не понимают. И Бжезинский был абсолютно прав в своей последней книге, что Америку погубит ничем не контролируемая жадность. Вот мы ее наблюдаем. Но все равно есть же какие-то выходы, Степан Геннадьевич. Ну вот, А для чего? Откуда? Куда выходы? ну вот смотрите, вот многие там, ну, в общем, обвиняли Нетаньяху, да, что он такой, сейчас под угрозой. Вот, пожалуйста, сегодняшняя новость. Министерский комитет Израиля по вопросам Шинбет одобрил обеспечение безопасности Нетаньяху на протяжении всей жизни, обеспечение для супруги Нетаньяху до конца ее жизни с возможностью продления. Вот это я не понял, с возможностью продления. Это после смерти будут охранять? После реинкарнации, наверное. Наверное. Дети премьер-министра получат охрану в течение 5 лет после окончания полномочий. Нормально все, хорошо у Нетаньяху. Ну, то есть... В смысле хорошо? Там судебный процесс идет, и ему не выкрутиться. Это потому, что там не только вопрос о взятках от катарцев в его кабинете, а еще вопрос о том, собственно говоря, каким образом катарцы могли делать такие взятки и вообще что они покупали, за что шли взятки. А потом там начнут скоро раскручивать кейс, как Катар финансировал, и Моссад и Катар финансировали. Ну, в последнее время, поскольку Катар такая помойка, как и отмывочная помойка, как и Дубайск. Кто финансировал Хамас? Моссад через Катар. Соответственно, это все тоже всплывает. Вопросы по 7 октября тоже очень много осталось, не все расследования завершены. Там сейчас такой клубок раскручивается, что ой-ой-ой. Поэтому то, что мы оставили охрану, ну, слушайте, израильские тюрьмы – самые безопасные тюрьмы в мире. Ну, будут по периметру охранять дальше.
Ну, в общем, когда охрана превращается в конвой, получается. Да, у него будет большая охрана. Получается так. Еще один момент хотел бы с вами обсудить. Значит, есть в контексте глобальной экономики тема интересная. Значит, Bloomberg сегодня опубликовала материал. Сценарий конца света в мире искусственного интеллекта, о котором никто не говорит. Значит, о чем? В декабре прошлого года 50 экспертов из Google, DeepMind, ну, Syntec, ФРС и Ренда, другие организации тоже, они закрытую встречу провели о том, как искусственный интеллект изменит мировую экономику. В центре внимания оказались налоговые системы и государственные расходы, и вообще бюджеты, бюджетирование. Если главный вывод вообще неожиданный был, если искусственный интеллект массово заменит высокооплачиваемых офисников, ну, те, которые в офисах работают, это будет двойной удар. Доходы с подоходного налога упадут, расходы на переподготовку вырастут, и налоги с доходов граждан формируют значительную часть бюджета развитых стран. Соответственно, теперь будет дырка от бублика. Сравнивает эту ситуацию с такой термин, есть пауза Энгельса времен промышленной революции, и стагнацией жизни, социальными потрясениями. И среди каких-то решений, что они там наработали на этой закрытой встрече, это повышение налогов на корпорации, богатство, потребление и введение налога на искусственный интеллект. Ну, а что еще могут придумать? У них же не искусственный интеллект. Разумно. Только пока что тенденция обратная, а именно начинают возвращать, по крайней мере, инженеров и офисников среднего уровня, поскольку искусственный интеллект, ну, как и говорилось, это бред, чушь собачью, ни на что не способен, то, как его используют. А я думаю, что вся эта шумиха, вот смотрите, сначала у нас была истерика мировая и шиза с цифровыми всеми этими валютами, да, щиткоинами, как их называю. А популяцию приучили двуногих к чему? К цифровым деньгам. Когда приучили, все привыкли, свыклись, появились что? Правильно, цифровые валюты центральных банков. То же самое сейчас, потому что вот эта вот большая четверка, гиперскейлеры так называемые, ну, это вот человеку с элементарным, что ли, физическим и даже инженерным образованием, вот понятно, что нейронки существовали давно, все недостатки нейронок известны, и все вот эти сказки про искусственный интеллект, это та же нейронка, просто, ну, научились чуть быстрее, ну, не чуть быстрее, там, в несколько раз быстрее, скажем, всовывать в нее данные. И раньше у вас там, я не знаю, матрицы были 100 на 100 весовые, а теперь миллион на миллион. Это новый прорыв искусственного интеллекта, там, Ну, антропикс. и они выплевывают быстрее, там, да. Да, слушайте, ребят, кого вы лечите? Ну, лохов, да. Ну, лечите, хорошо, замечательно. Но побочный эффект какой? Огромные центры обработки данных. А для чего они нужны? А чтобы за всеми следить. Поэтому на деньги лохов создали инфраструктуру, грубо говоря, цифровых активов. Теперь на деньги лохов создали огромные центры данных, чтобы следить за лохами, чтобы они жили в концлагере цифровом. Все очень красиво просто. ЦРУшники красавцы. Там скандал, тоже сегодня об этом писала пресса, большой в Нью-Йорке. Там, короче, они не хотят строить дата-центр, а Трамп говорит, снимаю запрет, стройте. Ну, сразу вопрос, замечательно, откуда столько воды для охлаждения, откуда столько электроэнергии взять? Это значит, нужно строить, либо обновлять сети, либо строить дополнительную генерацию. И сейчас вообще, насколько я понимаю, в Америке пошло движение такое против строительства этих дата-центров, потому что, ну, строят их там, где все дешевое, да, где-то там. В Украине. Тьму таракани. Соответственно, был у вас городок, была у него своя вода, хватало электроэнергии. Тут бац, воды нет, поскольку они потребляют огромное количество воды для охлаждения. И бац, либо у них пропадает электроэнергия, потому что сети не обновляют, либо начинает чем-то очень сильно вонять в городе, поскольку они поставили там какую-то огромную либо дизель-генератор, либо еще что-то.
Ну и как-то народ не особо проникается вот этим. Ну, Украина подошла бы Западу для этих целей? Да, подошла бы энергии, огромный переизбыток, в принципе. Там для чего Украине будет нужна энергия? Для сельского хозяйства, промышленности больше не будет, да? Ну, на атомной станции стоят практически простаивать. Ну, куда? Энергию можно продавать в Европу и дейта-центры. Как на Ближнем Востоке. Там же тоже огромные дейта-центры построены, хотя там очень жарко. Почему? Да потому что энергия дешевая. Ну, насчет бедности, конечно, у нас вот такие ходят мемы. Купюра 0 гривен, да, я вам ничего не Мне должен. больше понравился мем с купюрой 2000-3000 гривен, а на купюре этот самый, как его, не Абрамович, Арестович, да, Арестович. Вот это мем. 2-3 тысячи гривен, да. 2-3 тысячи гривен. Не, ну подождите, ну давайте же тоже, ну это же скандал лютый, да, там же разглядели шрифт пиратский, еще и Да, да. российской дизайнерши, которая там когда-то Да. в каком-то Нельзя. мохнатом году. Это не кошерно, это не халяльно, это, я не знаю, это как, это салом не помазано. Понимаете, тут и все. Ну и в России тоже, конечно, с деньгами такой специфический момент. Давайте послушаем. Лепс тут выдал на гора. Есть семьи, и их большинство в нашей стране, и не только в нашей стране, где доход семейный составляет там, от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу, кормить. Ну и так далее и тому подобное, да. Есть семьи, кто зарабатывает $1 000 000 в день, и тем не менее им мало. Есть, конечно, сумма, но она абстрактная. Ну, в общем, это он рассуждал, да. 200-300 тысяч в месяц рублей, еще умудряются детей двоих кормить, еще и как-то жить на 200-300 тысяч умудряются, представляете? Ну, а есть, конечно, у которых $1 000 000 в день. Ну, такой вот уровень жизни в России. А мы тут смотрим на эти все отчеты Зеленского, а там уже экономика загнулась, понимаете? Вот так вот. Не, ну, медианная зарплата в России, я не помню эти цифры, просто Росстат любит приводить среднюю, а она, по-моему, 130 или 140 тысяч. Но средняя-то ни о чем. Надо смотреть на медианную. А медианная, по-моему, в 2 раза ниже. Если посмотреть на реальную инфляцию накопленную, которая там, конечно, неофициальная, раза в 3 выше, чем официальная. Ну, как-то да, вот на медианную зарплату поднимать, скажем, двоих детей, ну, тяжело, очень тяжело. Особенно в большом городе. Нас, ну вот смотрите, мы вот к вопросу, может ли экономика закончить войну, да? Не может. Ну вот, мы вот к нему всячески крутимся вокруг него. Если сравнить Россию и Украину в этом контексте, в этом параметре. Еще раз. Экономика Украины может легко закончить войну. Если с ней провести некие правильные манипуляции. Вопрос в том, проведутся ли эти правильные манипуляции. Здесь у меня возникают большие-большие вопросы. Потому что, ну, слушайте, вот я понимаю, там сейчас опросы, там хохлы были, у них был пик этой потужной перемоги. Сейчас у них будет очередное дно щирой зрады. Ну, там большинство, скажем так, вдруг решило, что да, вот, поскольку мы сейчас москалей таки разобьем, то, значит, да, ни капли в рот, ни дюйма в попу, вот все, вот никаких территорий. Ну, а думаю, что где-нибудь через месяц спросить, провести опрос, готовы ли вы посидеть без света, скажем, без электроэнергии 2-3 месяца, чтобы прекратилась война, все убийства и тому подобное. Ну, может быть, кто-то, большинство скажет, да, готово. Потому что Зеленский Запад войну не прекратит, еще раз. Война будет идти до последнего украинца. И вот последние инициативы Евросоюза, ну, воевать некому становится в Украине. Мобилизация, скажем так, она уже на пределе. Ну, а выбытие на личного состава, оно огромное в месяц. То есть, там где-то разница между тем, что
Привозится на фронт, и то, что оттуда исчезает, где-то 20 тысяч в месяц. И, соответственно, я не знаю, еще месяц, может быть, два, и практически у ВСУ будет такая ситуация, как у нас была в конце 23 года под Харьковом. Да, когда там на огромную линию фронта, я не знаю, было чуть ли не один полк стоял. Ну, может, два, условно говоря. Конечно, все это вынесли. Но тогда не было дроновой войны. Сейчас война дроновая вроде есть. Но если вы посмотрите еще раз на статистику уничтожения дроноводов украинских, у них уже в 10 раз выросла смертность. Вот, например, вчера ликвидировали, позавчера, прошу прощения, по-моему, или позавчера, парой прилетов больших кабов ликвидировали порядка 80 человек дроноводов, операторов, которые как раз шмарили Крым. Вернее, не Крым, а сухопутный коридор в Крым, например. Да? Высокая смертность. Поэтому наступит такая ситуация. Просто фронт рухнет. Как экономика этому поможет? Ну, экономика, вот когда у вас встает транспорт, у вас встает вся логистика военная. Все. Бензина нет, топлива нет, электричества нет. Сколько вы можете продержаться? Месяц-два, наверное. Ну, а потом все. Ну, соответственно, заключается мир и на условиях неукраинских. И после этого мир будет вечным. Но не факт, что Кремль на это пойдет. Это был бы самый гуманный, на самом деле, путь данной ситуации. Знаете, вот я обожаю. Славяне убивают славян. Какой ужас, какой кошмар. Слушайте, хорошо же тут гнать, а? Вот есть конкретная ситуация. Да? Какой из нее выход? С наименьшими потерями. Выход, вот лично я вижу один, чтобы вот решить этот вопрос раз и навсегда. Вы мне напоминаете... Чтобы Украина жила мирно. Вы мне напоминаете вот эту врачиху из фильма «Покровские ворота». Резать в чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Да. А другого выхода, если посмотрите, вот в чем предназначение Украины? ЧВК Запада, используемые против России. Украина – территория прокси-войны. Значит, если, грубо говоря, остановить боевые действия по линии фронта сейчас, война начнется через 2-3 года снова, потому что Украину будут вооружать, 5-10. На экономику, конечно, никто восстановить не будет, потому что нафиг это нужно. Ну, сами подумайте. Если у вас нет работ, есть только одна работа солдатом, хорошо оплачиваемая. Куда пойдет всю мужская часть населения? В солдаты. Ну да, а все какие-то моменты заменит искусственный тот же интеллект. Да, Да, и роботы. Роботы, да. И гуманоидная маска. Он, кстати, разобрал производственную линию в Фейермонте по производству Тесл, ну, автомобилей, и теперь там будут производить гуманидов. Ладно, черт. Поэтому какой выход? Ну, уж извините, придется расстаться с частью территории, чтобы вы стали бесполезны для Запада и, соответственно, не несли никакой будущей угрозы России. Ну, это от моря И отрезать, вы намекаете на это. Да, ну и все. И живите себе спокойно. И никому вы не нужны, никому вы угрозу не представляете, и никакой пользы от вас для кого-то другого нет. Живите спокойно. Может, даже еще какие-нибудь инвестиции получите. Но тут сразу вопрос возникает. Чьи там интересы при этом очень сильно пострадают? Уж не Ротшильды ли? Да, их. Потому что все сейчас на Украине практически принадлежит либо их фондам, либо через их банки уже давно заложено. Значит, может быть, это одна из причин, почему конфликт продолжается. Потому что пока он продолжается, у них есть возможность, надежда на кого-то надавить, чтобы не пострадали их активы и право собственности на эти активы. Как только конфликт разрешается, завершается достаточно, скажем так, жестко, то сразу стоит вопрос: ребят, извините, а вы теперь не при делах. Степан Геннадьевич, ну здесь, наверное, кроется такой ответ. Если честно, я всегда делаю такие мысленные эксперименты, чтобы не там самооблучаться там своим же мнением. Ну вот смотрите, Макрон, да, ну так вот объективно, да, умнейший человек, там помощник философа, он на Олимпе, он на вершине.
он пришел, там, президентство успешное, неуспешное, можно оценивать по разным критериям, но президент Франции, ядерной страны, Великой Франции, все дела. Ну, вот эти поцелуи с Зеленским, вот эти все, вот это там за ручку схватил, вот эти заглядывания в глазки, понимаете? И понятное дело, что все там, ну, кричат там, что голубки, голубки, Ротшильды, получается. Не, ну Макрон, просто вспомните, откуда он вообще взялся. Не было, раз возник. Банкирчик как раз на Ротшильдов работал. Раз и возник. Вторые выборы, там вообще был полный левак. Там какие фальсификации были. Ну, это человек, вот что вы понимали, да, который на голубом глазу... Помните, были теракты в Париже? Да, Шарли По-моему, Эбдо, там что... вот это все. Да-да, что, понимаете, граждане Франции, человеческие жизни – это та цена, которую мы должны заплатить за мультикультурность. Алена, Борже, ты хоть понимаешь, что ты несешь? Ну, а то, что он странный запорчик, скажем так, и да, это уже вторично там. И, понимаете, вход, это обряд инициации у них такой, причем на самом низком уровне. Чуть выше там все страшнее. Возьмите Мерца, да, позовем и Мерца, он споет нам модный, самый популярный в нашей синагоге отходник. Кем был Мерц? Мерц у нас был большим человеком где? В BlackRock. Чьи интересы он защищает на Украине? BlackRock. Потому что, еще раз, пока война идет, активы списывать не надо. Когда война закончится, завершится, в зависимости от того, с каким результатом она завершится, соответственно, будет потеряна собственность, нужно будет списывать активы. А у вас все эти активы взяты в долг, под кредит. Вы построили пирамиду на рынке репо. Соответственно, списание. Соответственно, если вы себя плохо вели, то тот же JP Morgan может закрыть на вас лимиты, например. Там все заинтересованы исключительно в деньгах. Это денежные все вопросы, по большому счету. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования и перейдем к вашим вопросам для Степана Геннадьевича. Значит, скандал с Минобороны Украины. 13% вычищает ВСУ и силы обороны, ну, то есть от всяких там лишних, ну, то есть вычищает. Несознательных элементов. Да, 23% ослабляет Зеленского, 24% укрепляет Зеленского. И 40% вот в общем разваливает, ну, считают, что разваливает ВСУ и силы обороны Украины. Вот такие результаты. Что скажете? Я не знаю, честно говоря, потому что... слушайте, схемы есть, да. Кто крутит эти схемы, бенефициары известные. Кто там Федоров, вы думаете, что-то там Сырский, Шмырский, что-то от этого поменяется? Ничего не поменяется. Поехали, вопросы. Режим Блиц. Начнем с клуба зрителей «Шелест». Здесь вот такой вопрос. Добрый вечер, Степан Геннадьевич. На сколько дней осталось нефти в резерве США? И к 7 ноября бербак мировой экономики наступит? Значит, тут вопрос не вообще в нефти, а в так называемой серной нефти. Ну, серсодержащей нефти. Не light, а heavy. В мировой экономике осталось, я думаю, не очень много. По одной простой причине, что советую вам посмотреть на цену дизеля. Даже не настолько на цену дизеля в США, а на разницу между ценой дизеля и брентом. Поскольку бренд, ну, это тяжелый такой эталон тяжелой нефти. Она ушла с $90. Это говорит о том, что начинаются серьезные проблемы с дизелем, которые обещались в мировой экономике. А поразительность, парадоксальность ситуации США в том, что у США нет вообще никаких проблем с легкой нефтью. Они добывают легкую нефть в основной своей массе. Но 75% нефтеперерабатывающих заводов США заточены на что? На тяжелую нефть. Потому что именно из тяжелой нефти там 30% выхода либо дизеля, либо авиационного керосина. Ну, либо этого самого
корабельного топлива. Парадоксальная ситуация. Тяжелую нефть американцы получают из Канады, из Мексики. Про Венесуэлу можно забыть, несмотря на все громкие заявления Трампа. Как, в общем-то, и говорилось вначале. И из залива. Из залива нефть в Штаты все это время не шла. Она шла в основном на восток. Значит, удары по инфраструктуре нефтеперерабатывающей России привели к тому, что до 31 июля, я надеюсь, правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Запрещен запрет экспорта дизеля из России. Это 11% мирового экспорта дизеля. И вот вы получаете интересную такую ситуацию. Значит, 60% стратегических резервов США – это как раз тяжелая нефть, 40 легкая. Осталось там тяжелой нефти где-то, по-моему, 150-160 миллионов тонн. Миллионов баррелей. Много это или мало? Ответ на этот вопрос нет. По одной простой причине, что стратегический запас – это 60 каверн, вымытых в солевых шапках. Можно почитать, углубиться в эту тему, кто желает. Но когда вы извлекаете нефть из этих каверн, то вы заполняете их водой. Соответственно, нефть практически не растворяет соль, вода растворяет соль. Ну, и очень легко вы можете наткнуться на предел прочности этих каверн. Поэтому сколько оттуда можно извлечь, этим занимается Scania Labs. У них есть отчеты. Эти отчеты в свободном доступе. Да? Ну, так, для примера, какие-то каверны, по их расчетам, можно откачивать 2-3 раза, какие-то 4. Но по всем отчетам это последний раз. Вот сейчас идет по большинству каверн. Поэтому следить тут надо за ценой дизеля. Она пошла вертикально вверх. Даже не столько за спредом между дизелем и брендом. Угу. Так, вот Степан Евгеньевич, давайте... покороче, я понял. Вопросов просто очень много. Люди задают хорошо. Разные причем. Поехали. Наталья. Степан Геннадьевич, как вы считаете, после завершения боевых действий, особенно на юго-востоке Украины, какова вероятность того, что многие начнут переобуваться, менять свою публичную позицию, символику и даже внешний вид? Бороды, например, сбривать начнут. Не думаю, по одной простой причине, что это будет много, поскольку те, кто хочет, они уедут в западную часть. А в восточной части Украины, поскольку на большей части шли боевые действия, просто никого не осталось. За исключением сухопутного коридора в Крым. И жить там особо негде. Угу. И делать там особо нечего. Петр, вопрос. Степан Геннадьевич, украинский Пригожин возможен? Не знаю. Скажем так, в Украине Пригожин более возможен, чем в России, поскольку в Украине, на мой взгляд, пересекается много интересов серьезных западных игроков, поэтому рано или поздно они должны столкнуться. Когда они сталкиваются, в такой ситуации все разрешается очередным эволюционным подъемом масс, вроде Майдана. Если не договорятся. Виталий, Александр Степан, всем привет из Запорожья. Какой из украинских блокбастеров нравится больше? Первый. Прививка от Майдана, где в главной роли львовский военный, в игру которого никто не поверил и имя которого никто не знает. И второй. Картонный Майдан 2.0. Спасти рядового Федорова. В ролях все та же массовка, будущий президент Украины. Некоторые даже подумали, что это не постановка 95-го квартала, а реальные новости показывают. Я, честно говоря, оба не смотрел и неинтересно. Почему, я уже объяснил. Я понял. Тизеры глянули, не понравилось. Да. Алексей, добрый вечер. Александр Степан Геннадьевич, после Парижа Зеленский ходит гоголем. Ему как бы пообещали, что в случае заключения мира на условиях Запада с Украины долги все спишут. Разве такое возможно? С уважением. Кто ему это пообещал? Алло. Это он лишнюю дорожку, что ли, просто затянул? Смысл? Мы только все закабалили, получили все активы в собственность. И сейчас мы все это простим. Алло, вы о чем?
Константин Суриков. Россия производит бензин на нефтезаводах. Украина его берет из танкеров, пришедших в Одессу по трубопроводам из соседних стран. Координаты ведь известны, причалов и станций. Да, все известно, но работает. Вот такая вот загогулина, как говорил товарищ Ельцин. Загогулина. Александр, здравствуйте. Тимура красавчик, так ему и передайте. Но его мысли, Спасибо. что нужно бомбить туннели, мосты, железку, кремлевские не понимают. А если цель демилитаризация, как демилитаризовать без мостов? А денацификация, как денацифицировать, когда ненависть заложена годами пропаганды? А если цель держать фронт в горячей стадии долго, не как в Китае или Корее, вечно жить в ненависти, каждый день выстреливать 1000 пуль, 1000 снарядов, 1000 ракет, 1000 дронов, при этом нет цели на продвижение, цель использования боеприпасов, война дорогое удовольствие. Но в России снаряд стоит $100, а в Европе 500. Может, цель Кремля силой экономики помериться? Евриками ракету не собьешь. Ждут, когда единая европейская семья скажет: ой, а почему Польша отказалась, а мы что, рыжие, за всех платить? Мы пока не можем, может, в следующем месяце получится. Зеленский приедет, а Макрон скажет: опять этот приехал, передайте, что у брата днюха, в другой раз встретимся. Украинцы поймут, что единственная страна, которая впишется в любую секунду, окажется Россия, и не надо 100 лет на примирение, денацификацию сразу. Перевыборы Зеленского тоже невыгодны. Это может помешать денацификации и демилитаризации. Вот такой вопрос. А в чем вопрос? Ну, может, экономикой меряются? Может, стратегия в этом? Ну, я думаю, что у кремлевских была такая стратегия. Вот хорошо, у нас идет война на истощение. Ну, у кремлевских там есть великие специалисты, которые уже по десятку лет предсказывают крах доллара, крах экономики, значит, США и тому подобное, крах Европы. Возможно, они рассчитывали, что этот крах наступит быстрее. Ну, в очередной раз просчитались. В результате Запад нащупал слабое место экономики России. Добавьте сюда, под 100% уверен, контору МИ-6 Центробанк России и Моссадовскую контору Минфин России. И вы получаете идеальную комбинацию для того, чтобы сложить экономику России как карточный домик значительно быстрее экономики Евросоюза либо экономики США. Поэтому я думаю, что их ставка на то, что они пересидят экономику Европы и США, она, во-первых, глупая, во-вторых, не оправдалась. Была, я думаю, еще одна ставка на то, что лидеры воинственные в Европе уйдут и придут реалисты. Ну, еще одна идиотская ставка, потому что, ну, хорошо, там, давайте посмотрим на последних премьеров Великобритании. Ой, давайте. Давайте. Ну, между ними есть какая-то разница? Нет. Вы еще так выразились. Ну, последних премьеров Великобритании. Ну, их там столько было. Вот начало этого Прошида-Машида и с этими масляными этими волосами мерзкое вообще какое-то существо. Прошу прощения. Ну, вот ушел стрёмный. Кто пришел ему на смену? Мини-ми. Стрёмный мини-ми. Там политических фигур уже давно нет, которые что-либо решают. Там решает система. А система заточена на то, что вот есть такое пространство на восток. Это единственное пространство на шарике, которое еще не колонизовано. Достаточно такие богатые колонии могут получиться. Товарищи вперед. На восток. Вот и все. Михаил, добрый вечер. Александр Степан Геннадьевич, слежу за телеграм-каналом Степана Геннадьевича. Хоть и заблокирован там, последнее время вы интересуетесь Китаем. А с чем связан ваш интерес? Мне интересно, как будет складываться Китай. И как они будут вылезать из этого кризиса. Складываться в смысле экономики. рушиться? Да, да. И как они будут вылезать из этого кризиса. Но более интересно, как они будут разрешать те противоречия и, скажем так, очевидное столкновение интересов с американцами. Но особо мне интересно вот момент, когда экономика Китая, которая является... У них сейчас какой подход? Все время забывают умное слово. Меркантилистский. Как в свое время был у Штатов, когда они были экономика номер один.
что мы за счет инноваций, конкурентоспособности мы будем вытеснять с рынков все остальных производителей. Соответственно, у них это получается, они развили экономику, большое количество добавленной стоимости, соответственно, возник рынок капитала. Американцы стадию прошли, они живут в долг, за счет долга, они рулят миром за счет своего долга, старшая валюта. Вот интересно, как китайцы будут из этого выбираться, потому что, с одной стороны, вот задумайтесь, они поднялись благодаря тем правилам мирового порядка, так называемым, которые установили США, которые поддерживали. С другой стороны, эти правила всячески уже ограничивают и мешают. Американцы решили эти правила уничтожить, поскольку они тоже поняли, что китайцы поднялись за счет этих правил. И других возможностей как-то не то чтобы уничтожить, а подчинить Китаю у них нет. Они решили, давайте мы сейчас этот мировой порядок разрушим, может, что-нибудь с китайцами произойдет. Вот интересно, как эта ситуация будет, скажем так, раскручиваться. И что будут делать китайцы. Степан, Юрий... Есть у меня соображения, но пока помолчу. Степан, Юрий пишет вам, кто сильнее вкукурузился, Трамп в Иране или Путин в Украине? Ведь оба же планировали изи катку. В Иране Трамп. В том смысле, что это была последняя афера империи. Это, в общем, конец гегемону. И удар такой силы, что, во-первых, ни окон еще даже не поняли, что они сделали. Ну, грубо говоря, они вылетают с Ближнего Востока, Израиль существовать перестает. Соответственно, во-первых, гегемон больше не гегемон, а во-вторых, они лишаются контроля над ближневосточной нефтью, над ближневосточной логистикой. И туда заходит Китай. Красавцы американцы. Тупее быть нельзя. Добрый вечер. А Россия, ввязалась она в эту аферу. Может быть, даже это, кстати, даже отрицательный результат для России будет положительным, на мой взгляд, поскольку все-таки уже долго сидим, нужно двигаться. Куда двигаться? Вперед. Угу. Добрый вечер, Степан. Вопрос такой. Какой из сценариев вам ближе и почему? Первый. Мощная эскалация России на территории Украины и Восточной Европы, безоговорочная капитуляция Запада. Второй. Принятие кремлевскими своего бессилия, результат заморозка конфликта, глупое оправдание перед шернармассами. И третий. Новый поход в стиле Пригожина с полным предательством со стороны элиты башни Кремля и полный снос режима Путина. Какой предпочтительный или какой будет? Вопрос звучал, вам ближе. Это под статью подводит. Понятно. Ясно. Первый мне не очень нравится. Эскалация на территории Украины, Восточной Европы, капитуляция Запада. Не нравится? Не нравится. Сергей, есть мнение, что Трамп выбил у саудитов 1,5 триллиона. Может такое быть, что Трамп с персами дальше просто будут выкачивать деньги из саудитов, а потом поделят? Вы имеете в виду, наверное, результат турне Трампа по монархиям Ближнего Востока. Там не 1,5, там, по-моему, он насобирал чуть ли 4 или 6. Это как все у Трампа, знаете. Угу. То есть арабы ему пообещали, это ни о чем. С Ираном делиться никто не будет, в общем. Да. Здравствуйте. Вопрос. Является ли изменой и предательством то, что в Сенате США каждый сенатор-республиканец вчера проголосовал за слияние армии США с армией Израиля? Да, является. Значит... Имеется в виду, они проголосовали за бюджет Пентагона на следующий год. Позволяет лицам финансовой национальности прогибать парламенты стран и диктовать, какие законы им принимать. Значение слова «Холокост» вообще несколько иное. Если я не ошибаюсь, оно означает испытание, вот что-то такое. Была такая бизнес-модель после войны, Холокост называлась. Еврейцы сами ее и похоронили. У них была модель жертвы, бизнес-модель. А сейчас они в глазах мирового сообщества превратились из жертвы в агрессора.
Другой бизнес-модели существования у них нет. Так, значит, 29 июня 26 года Роман пишет, ЦЕРН ускоритель заряженных частиц Большой адронный коллайдер остановили. Степан, Да, что вы на можете об 4 этом года. сказать? Я могу сказать, что в Наши ближайшие 4 андроны года и кварки, которые искали, или обряд призыва Бафомета в эту реальность состоялся? с Бафомедом у них не получилось. Ну, 4 года проживем без встречи с антиматерией, то хорошо. Хотя, черт его знает, может быть, было бы лучше встретиться. Было бы быстро и безбольно, и безболезненно. А что с коллайдером? Ну, остановили его на реновацию на 4 года. То есть, они будут повышать мощность пучка и тому подобное. Он вот 4 года работать не будет. Поэтому с антиматерией не встретимся. И черную дыру не создадим. И не улетим. Но Бафометом не получилось. Не пришел. Не пришел. Занят был. А, Ну, не то чтобы занят. У него сейчас другие дела. Да, он сейчас на Банковой. Правительство меняет. Нет, слушай, он даже не знает, что есть такое место. Ему не по рангу, не по чину. Недавно в Турции Совет НАТО и очень скоро евреи России проводят фестиваль шансона. Здесь же, в стране НАТО. Сталина на вас не хватает, Татьяна ругается. На кого не хватает Сталина? На евреев России, наверное, не нравится А шансон. разве Россия страна НАТО? Ну, Турция — это же страна НАТО. А шансон-фестивали там проводят? Ну да. Ну, Питер – это столица блатника. Вопрос Степану от Александра Леонова. Связка Грэма от США с бывшим эмиром шейха Хамада, Катар, там рулит его сын сейчас, которые умерли в день, буквально 11 и 12 июня, они могут быть Уиткофом и Дмитриевым для Ближнего Востока. Переговоры, договорнички. Нет, ну, слушайте, там каждый второй сенатор Линдси Грэм, да, там даже не каждый, а практически каждый сенатор шестерит на ВПК. Линдси Грэм был просто из них, скажем так, не самый умный и один из самых говорливых. Вот и все. Там все шестерят на ВПК. И в его округе там самая большая концентрация ВПК как раз. Вопрос Степану от Сереги. Горбачев в свое время заглядывал Западу в рот. Это кончилось распадом СССР. Сейчас мы видим похожее от верхушки. Ожидание сигналов от Запада, дух Анкориджа, под аккомпанемент ударов Запада по России, чем не сигналы. Нет ли тут параллелей и не кончится ли это заглядывание в рот США и Европы для России так же, как для СССР? Я думаю, скорее кончится не тем, что делал Горбачев, а тем, что делал Ельцин. Да. Россию на колени не поставить. Трамп, залезай на стол. Ну да. Вопрос еще такой. Может ли возникнуть проект СССР 2.0 и что-то подобное, по вашему мнению, или это недостижимо в целом изживший себя проект? Я думаю, ты жившийся проект, хотя сейчас идет везде такое, знаете, наступление социализму, коммунизму. Да. Из серии Рубио с левачеством призвал бороться. Да, Трамп вообще с коммунизмом, но реально, ну, во-первых, есть кого грабить, да, есть что грабить, что отнимать и делить. Это есть, но дело в том, что это есть только виртуально, потому что огромный долг на всем висит. Соответственно, любые левацкие проекты и затеи, они всегда заканчиваются тогда, когда заканчиваются чужие деньги. Чужих денег сейчас нет, есть только чужой долг. Поэтому нереально. Так, переходим в чат трансляции. Давайте отсюда. Еще несколько вопросов. Вот хороший вопрос. Такой добрый. Вопрос Димуре. Доживет ли человечество до 22 века в нынешнем виде? Нет. А вид будет другой или человечества не будет? Вид будет другой.
Вопрос. Вы предполагаете, что гуманоидные роботы заменят на поле боя людей при условии их действия не более 120 минут? Зачем прокачивают такую ситуацию? Это вы ерничаете? ИИ же не заменит человека? Ну, я думаю, это прокачивается исключительно в рекламных целях, потому что если вы просто подумайте на минуту, ну, гуманоидный гобот не самый, скажем так, неэффективное средство уничтожения людей, да, либо техники. Ну, есть более примитивные, простые конструкции. Та же робособака более устойчива. Любая фигня на гусеничной тяге, либо... Ну, это Физика, из серии ИИ. Это, знаете, вот терминаторы нам показали, как он ходил там бу-бу-бу. Ну, и, соответственно, это осело в подкорке Шинармас. Эту тему всячески эксплуатируют и прокачивают. Вопрос. Промышленная мощь, потенциал Европы гораздо выше, чем у России. Мы видим, что это на примере роста ударом дронами. На что рассчитывает Россия в случае войны с Европой? Я, честно говоря, не понимаю, как мы это видим на фоне удара дронами, поскольку если вы посмотрите статистику результативности ударов как раз дальнобойными тяжелыми дронами, то она говорит не в пользу Европы. А также не в пользу Европы говорит тот простой факт, что в Европе нет ПВО от слова совсем. Патриот против баллистики гиперзвуковой, либо гиперзвуковых ракет, те же цирконов, он бесполезен абсолютно. Там перехват идет в 2-3%. Говорят, Путин и Зеленский агенты Ми-6. Выходит, правая рука ухватила левую, и это все, чтобы опустить Евросоюз? Ну, скажем так, Зеленский не агент Ми-6, он шестерит на Ми-6, да. Путин тоже не агент Ми-6. Ну, наверное, масон. Немножко разные вещи. Угу. Путин лишил россиян всего: интернета, ютуба, твиттера, отнял последнее, бензин. Мы не рабы, возмущается какой-то пользователь. Ну, слушайте, Путин вам обещал, что Россия перестанет быть страной бензоколонка. Наверное, она перестала быть страной бензоколонкой. Бензина нет, все, где бензоколонка? Что вы думаете по поводу топливного кризиса? Разрешится? Там сегодня, кстати, Reuters писал о том, что 2 месяца точно не разрешится. Уже. Я думаю, что Reuters здесь не ошибается. Просто у нас еще уборочная очень скоро начинается. Это резкий рост потребления дизеля, ну и бензина тоже. Соответственно, если сейчас, вот, судя по тому, что происходит, упор в снабжении дизелем и вообще моторным топливом делается на больших городах за счет, скажем так, периферии, то когда у вас начинается уборочная кампания, вы должны снова менять логистику, перераспределять эти потоки, но уже на периферию. Вот здесь могут быть проблемы возникнуть реальные уже. Потому что белорусского бензина явно не хватает. С дизелем проблем нет. С производством есть проблемы с логистикой, опять же. А с бензином проблемы есть с производством 92-95. Белоруссия, ну, не в состоянии просто, опять же, все это закрыть. И все упирается, опять же, в логистику, в ЖД, в подвижной состав. Честно говоря, все эти сказки о том, мы сейчас будем сюда танкерами возить бензин из Индии, ну, еще раз, я могу ошибаться, на мой взгляд, есть принципиальная разница между тем, что вы сливаете из цистерн в танкер, либо из танкера переливаете в цистерны. Нужна своя инфраструктура. Александр Казаков спрашивает, а про долги государства можно поподробнее? Получается, 30 лет мы сырьевой придаток и еще что-то должны? Я так понимаю, из Украины вопрос. Долг, отношение долга к ВВП очень маленький. В России, он, по-моему, один из самых низких в мире. С долгом проблем нет. Добрый вечер, Александр Степан. Я из Крыма, Симферополь. Как вы думаете, к чему приведет наша обстановка и чего нам ждать, крымчанам? Спасибо заранее, Алексей. Ну, на самом деле, тяжело очень бороться с теми дронами, которые атакуют Крым. Реально тяжело. Поэтому я думаю, что украинцы-то будут доводить дело до, ну, не то что конца,
проблемы с топливом и с энергетикой в Крыму будут еще какое-то время. Здесь вопрос стоит в другом, как быстро смогут отодвинуть фронт от Крыма. Потому что, насколько я понимаю ситуацию, от Одессы до Днепропетровска войск нет, есть боевое охранение. Ну, нет просто войск, они там погибают где-то в других местах. Проблема форсирования дрона Днепра, например, при активном противодействии дронами достаточно такая непростая штука. Ну, сейчас научились вроде наши подавлять Птах Мадьяра очень эффективно. Поэтому возможны всякие сюрпризы на этом направлении для украинцев. Тут вам буквоеды задают вопрос. Значит, с долгом проблем нет, а с обслуживанием долга тоже нет проблем? Откуда им взяться? Наверное, просто... Если с долгом нет проблем, то откуда проблемы с обслуживанием долга? Проблем нет. Будут позже, сейчас нет. Вопрос Лина Вострелова. Оптимистично, если понимать, что по выходу из бойни создадутся новые международные правила еще лет на 50? Ну да. Нет, я думаю, там будет глобальная перестройка, на самом деле. И все так называемые засвеченные элиты, в том числе все эти масоны, клаксоны, ну, они будут на столбах просто висеть. Все сильно поменяется в этом мире. В лучшую сторону. Так... Зачем Ермак посетил пункт управления главкома ВСУ Сырского на фоне конфликта руководства? Как обращает «Украинская правда», Ермак 2 часа назад посетил пункт управления Сырского. Зачем? Может, салфетки вместе понюхали, откуда я знаю. У них это принято. Я не знаю. Ну подожди, ну вам же Федоров все рассказал сегодня. Сырский интриган. Все, я же не отслеживаю. Интриган, да. Интриган. И Русский, тем Ермак более. интриган. Может, они Русский. общие, может, у них одна ведьма. Кстати, тоже хороший вариант, да. Так, давайте закончим на вопросе, потому что я не знаю почему, но вас очень много спрашивает. И вот здесь пользователи, там дальше. Ну, раньше были вопросы. Кто победит, Испания или Аргентина? Я, честно говоря, много мяч не отслеживаю. Я в этом полный ноль. Я знаю кричалки про «Спартак», про ЦСКА, про «Торпедо» советских времен. На этом все мои познания на мяче заканчиваются. Не фанат игры от слова совсем. Ну, вот так, друзья. Спасибо всем большое. Мне просто тоже так совпало. Вчера же там эпизод был, а у меня вчера шум был, а там играли в футбол. Кто вчера играл? Аргентина и Англия. И аргентинцы выиграли. И аргентинцы выиграли. А там молодцы, красавцы, эпизод был красавцы. политически очень интересный. Ну вот там на трибунах Мальвинские острова. Это Аргентина. Ну, да. развернули. Фолкленды, да. И сегодня вышли и сказали, не будет штрафовать Аргентину. Да ладно, правда? Представляете? Вот интересно. Так. Поэтому тут нога мяч, а рука мяч российских спортсменов возвращает, а другие, скажем так, виды спорта тоже, и Международный олимпийский комитет уже поставил эмблему российскую. То есть все как-то... это за хорошее примерное поведение, да, поскольку, понимаете ли, олимпийские комитеты конституционных частей России, да, ну, они почему-то никак не могут войти в Олимпийский комитет России, поэтому... примерное поведение. Видимо, да. Точно так же, как и там с Крымом, с разным... Да, Сбербанк там не работал. Ну, теперь работает, раньше не работал. Да, суверенитет, понимаете, такой вот. И многие другие всероссийские сетки. Ну, вот такая вот история. Степан Демура был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, встретимся со Степаном Геннадьевичем через неделю. Спасибо большое, что не забыли поставить лайк. Берегите себя и друг друга. Несмотря ни на что. Увидимся.